Привет, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, что прилетело на самом деле, и была ли это ответка, ну и, короче, обо многом другом. На самом деле, дорогие друзья, я бы хотел начать со своего инсайда. Это инсайд мой, прямо из офиса президента, и вы знаете, что если говорю о том, что, допустим, там Портнов перед убийством летал в Украину, разговаривал с Зеленским и Ермаком, и это выглядит сначала фантастически, то через 8 часов можете то же самое прочесть уже как факт, уже украинских каких-то журналистов. Если говорю о каких-то вещах, пусть это кажется фантастикой, но тем не менее. Мне эта новость тоже показалась фантастической. Но в офисе президента сейчас всерьез готовятся к трехсторонней встрече в конце месяца. Это Трамп, Путин, Зеленский. Вот в таком формате они всерьез сейчас готовятся. Я не знаю, как это коррелируется со всеми этими взаимными ударами. Или, может быть, как раз-таки со стороны Киева это усиление переговорной позиции. Ну, это в любом случае усиление переговорной позиции, да. Но факт остается фактом. И по моей информации, во-первых, происходят регулярные общения, несмотря на то, что вот сегодня Володин, допустим, заявил, что Зеленский это обмылок и все такое. Но, тем не менее, с обмылком и с террористом, как его назвал Владимир Путин, вроде как собираются встречаться. Во всяком случае, в офисе президента уверены, что эта встреча состоится на конец месяца. Может быть, что-то поменяется сегодня, завтра, но на момент записи этого видео это происходит вот так. Теперь к обстрелам. Смотрите, произошло то, чего Зеленский так страстно желал. То есть он очень хотел, чтобы международное сообщество, ну и чтобы вообще в мире обратили внимание на его гениальные спецоперации, которые, как приказывает он сообщать средства массовой информации, курировались лично им, и лично он ими руководил. Там действительно обратили внимание, но немножко не так, как он хотел. Вернее, сильно не так, как он хотел. В США, к примеру, задумались о том, что они и сами могут лишиться важной компоненты в структуре своей национальной безопасности, если кто-то подвезет заряженный дронами грузовичок к аэродрому. И статьи такие вышли, и интересно было почитать, даже заголовки. Грязная война Зеленского будет продолжаться. Как это? Про Солнцеликова. Грязная война. Раньше же было только война за защиту демократии и так далее. Ну, в общем, напряглись. Напряглись, потому что поняли, что такого рода терроризм может осуществляться и в той же благословенной Европе. Причем, что это ж проходной двор, пускают туда кого угодно. Ну а по ответке в эту ночь, как и предупреждал президент США Трамп, случился очередной массированный обстрел. Сообщают, что было задействовано более 40 ракет разных типов, в том числе с уцелевших стратегов, и сотни дронов в Киеве ударили, скорее всего, по ЗРК «Патриот», который отстрелялся, но не сбил летевшую по нему баллистику. В частности, это видео опубликовал я, и комментариев не было по поводу того, что Патриот это или нет, но в принципе там все и так понятно. Баллистика прилетела четенько по Патриоту. Это -1, который можно добавлять ко всем предыдущим. Также были повреждены пути красной ветки метрополитена на левом берегу Днепра, из-за чего участок был закрыт на ремонт. Сразу 3 спасателя погибли при повторной атаке. В Луцке сразу несколько крылатых ракет прилетели в одну локацию. Их перехват осложнился тем, что ракеты отстреливали теплоловушки. Предположительно уничтожен или, во всяком случае, сильно поврежден завод «Мотор», который делает, собственно, агрегаты для авиации. Вот я только не могу понять, а где F-16? Которые так нужны были вот в эту ночь. Или они уже все попадали. Также там зацепило отель, где проживала сборная Украины по легкой атлетике. И что-то делали еще и представители ВСУ. Еще одно предприятие повредили в Тернополе. Беспилотники попали по домам в разных регионах. Украина тоже не теряла и параллельно с этим нанесла удары по аэродрому Дягилева, заводу «Прогресс» в Мичурине и по НПЗ в Энгельсе, где разгорелся большой пожар. Еще раз напомню, что никто официально не выходил из перемирия по энергетического перемирия, чтобы не бить по объектам энергетической инфраструктуры. Киев вышел в одностороннем порядке. К слову, мне писали о том, что столь массовые повреждения вызваны сбитиями. Ну, избитие, как вроде это хорошо, потому что
как ходят слухи, за сбитый шахед дают 20 тысяч гривен. Да? И вот сбивали, и некоторые сбиваются не там, где следовало бы их сбивать. Ну вообще, а где их сбивать? Тоже не знаю. И падают на объекты жилого строительства. Хотя, мне кажется, уже никто не смотрит, куда оно летит. Кроме налета БПЛА, произошло еще 2 диверсии на российской железной дороге. Одна в Воронежской области, но подрыв путей заметили. И аварии не случилось. Еще в Белгородской сошел с рельс тепловоз. Напомним, что российская сторона предупреждала о возможном отказе от следующего раунда переговоров с украинцами, если не прекратятся эти атаки по тылу. Это очень странно, опять-таки, с учетом того, что я вам сказал в начале, что украинская сторона готовится к встрече в трехстороннем формате, причем на высшем уровне. То, чего раньше заявлялось, не будет. Опять-таки, с террористами переговоров не ведут. Ну, может, мы как-то не так поняли, или, может быть, все еще поменяется. Во всяком случае, российская сторона демонстрирует, что они по своей воле заканчивать стамбульский формат не планируют, а что это все делает киевская сторона. И чтобы не разочаровывать в очередной раз Трампа, Зеленского и команду, которая названа террористическим режимом, все равно не сбрасываются с счетов и не будут отказываться от контактов с ними на рабочем уровне и по гуманитарным вопросам. Зачем тогда надо было заявлять, что никто переговоров не ведет с террористами? Ну, не знаю. Нелегитимный просроченный обмылок опять-таки цепляется за власть. Совсем стыдно будет, если Россия согласится на прекращение огня после того, как Зеленский заявил, что операция «Паутина» ее не было бы, если бы вступило в силу перемирие. Потому что это будет однозначно выглядеть, как Киев прогнул Кремль. Ну, попытайтесь придумать что-то другое. Получается, что на перемирие прогнули операцией «Паутина». Это при том, что Киев заявляет, что операции такие будут продолжаться. И, опять-таки говорю, об этом написала американская пресса, что грязная война будет продолжаться. Такое вот определение они подобрали. При этом ни Москва, ни Киев из Стамбульских соглашений не выходят. Наоборот, Киев даже негодует из-за того, что диалог провисает, как заявил глава МИД Сибига. Россия отказывается дать ответ на украинское предложение об окончании войны. Ответы на теракты уже происходят, и они летят по киевским городам. Не по Зеленскому, к слову, они летят, а по обычным людям, которые страдают. Ну и также, конечно, по важным предприятиям, это понятно. В свою очередь, российские журналисты утверждают, что предложения несколько отличаются от проекта, который ранее публиковали СМИ. А именно, среди них нет абзаца о том, что не могут быть установлены ограничения на численность ВСУ и размещение западных войск на украинской территории. Непонятно, это техническая ошибка или что это так вдруг стертые куски текста. Или, может быть, Зеленский готов на более масштабные, потужные компромиссы, чем те, которые он заявляет публично. Вполне может быть. Ермак спрятался от обстрелов достаточно интересным образом. Он отправился в США, где заявил, что у него будут очень важные встречи. Как я и предсказал, никаких важных встреч у него не получилось. Но Ермак, тем не менее, запостил фотографии. Что интересно, сделанные они в коридоре. Это натурально коридор, его никто не пустил в кабинет. Ходит даже фоточка, что он якобы повесил в Белом доме фотографию Зеленского. Ну, это, скорее всего, какой-то фотошоп. Я что-то не верю в такую тупость. И все это происходит на фоне тотальной зрады в виде реакции Трампа на предстоящий обстрел, потому что Трамп провел разговор с Путиным и передал его слова, что он должен ответить за удары по стратегическим бомбардировщикам. Он его не осудил, не попросил отказаться от эскалации, а просто сообщил, что вот так вот, такая история. И что он понимает это. А потом абсолютно буднично переключился на другую, на иранскую тему. Слуги народа теперь упрекают Трампа за слабость или практически возлагают на него ответственность за террор, думая, что это поможет заручиться его поддержкой, по всей видимости. Впрочем, Трамп недвусмысленно давал понять, когда давал дедлайны Путину и все, что его перезагрузка отношений с Российской Федерацией интересует гораздо больше, чем какая-то там война в Украине. Поэтому он в том числе не решается дать зеленый свет
законопроекту о вторичных санкциях, которые сейчас лоббируют союзники Киева. Или даже наоборот, потому что опрошенные The Atlantic чиновники говорят, что Трамп крайне разгневался из-за ударов по аэродромам, потому что своей атакой Зеленский разжег давнее недовольство им со стороны президента США и спровоцировал новые дебаты в США о том, не следует ли США выйти из конфликта вообще. Ну и теперь они думают об отмене опять помощи, хотя она и так иссякнет через 2 месяца, поэтому можно просто подождать. Называют Зеленского плохим парнем, и я уже видел, делают мемчики сразу же, ну вот эти вот жаполи из офиса президента, сразу плохой парень, и сразу он такой bad boy такой. Ну, это они... Я так понимаю, уже на выезде делают, где-нибудь в Польше отсиживаясь, потому что люди, которые страдают от обстрелов, им как-то не очень, мне так кажется. Но бэтбой так бэтбой. И горячей головой еще называют его. Можно как раз ставить тупоголовых из фильма, эти горячие головы, помните? Вот, горячей головой, за которой может быть разожжена Третья мировая война. The New York Times, к слову, писали о том же, о личной неприязни Трампа Голобородько. Ну, мы это и сами могли заметить. Неудивительно, что такой проблемой оказалось протащить Зеленского на саммит НАТО в Гааге. Опять-таки начали придумывать различные форматы для него, для того, чтобы он своей тупой рожей не раздражал американского лидера. И вроде как придумали, что будет он на каком-то обеде или на ужине. Короче, чтобы эта блохастая собака никого не раздражала, ее просто покормят. Путин де-факто отверг возможную личную встречу с Зеленским. Трамп и сейчас говорит помощникам, что не верит в этот трехсторонний саммит на уровне лидеров. Между строк во всех этих заявлениях можно читать, что Зеленский намеревался как-то так втиснуться в эту реакцию Трампа на обстрел по Сумам. Ну то есть все, класс, Трамп, смотрите, он осудил, и мы сейчас вот всунемся с нашими диверсиями. Ну, кто-то ему это подсказал, но что-то пошло явно не так. И вот данная ночь, когда были обстреляны максимально украинские города, должна была вызвать в Трампе очередной приступ разочарования Путиным. Он должен был там, может быть, санкции, еще что-то. Но здесь как раз-таки абсолютно не вовремя разгорелась война между Трампом и Илоном Маском. Они начали друг друга там обвинять и все такое. Все, вроде бы как все замешано там на одном законе. Ну, я смотрю всегда чуть глубже, и мне кажется, не разыгрывают ли они спектакль с покупкой акций и активов опять в низах, когда ругаются такие личности, понятно, рынки падают, и там не собирают ли, не подбирают ли упавшие. Официально противоречия нарастали из-за развязанной президентом торговой войны, пошлины затронули бизнес Маска, капитализация Теслы упала. Горячая фаза началась после ухода Маска из Белого дома, потому что Трамп усомнился, что у него впредь будут с ним хорошие отношения. Но опять-таки, я повторю, мне кажется, что это все не так все страшно, как оно выглядит. А вот для кого страшно было, это для этого Мерца, который приехал получить свою долю унижений в Штатах. Его поселили в какой-то розовой комнате, которая до этого там поселяли гостей девочек. Вообще команда Трампа изменила программу визита. Мерц рассчитывал, что у него будет обед с Трампом, чтобы обсудить важнейшие вопросы, а Трамп решил устроить ему публичную выволочку. Во-вторых, во время подхода к прессе время было распределено не очень хорошо, потому что Трамп говорил полчаса, а Мерцу выделили 2 минуты. Смотрите, это же когда-то была великая страна. Германия. Господи. Короче, ни одной из поставленных задач Мерц так и не смог достичь. Ну, хоть не прогнали. Причем, когда речь шла об Украине, которая, конечно, волнует Мерца намного больше, чем Германия, то Трамп выдал интереснейшую речь о том, что когда 2 детей дерутся, то им надо сначала дать возможность подраться, а потом уже типа вмешиваться. Таким образом он подчеркнул, что, скорее всего, он будет давать возможность этим 2 детям еще драться некоторое время и вмешиваться не планирует. А с темы санкций он вообще соскочил, допустив при этом, что понести ответственность придется обеим сторонам. Знаете, это для танго нужны 2, говорит.
То есть, что Киев ждут санкции, это было бы, знаете, это был бы номер, как говорится. А еще Трамп прикололся над Мерцем, подчеркнув, что высадка в Нормандии была плохим днем для его страны. Это когда Мерц попытался лизнуть туз Трампу, как говорится, типа за то, что там вот вы положили высадкой в Нормандии, положили конец войне и так далее. А тот сказал, да, это для вас был плохой день. Ну, Мерцу что оставалось этому тупорылому пану Вишенке? Только глупо улыбаться. А вот уже не улыбается Киев из-за польского президента. Потому что Польша утвердила День памяти жертв геноцида более 100 тысяч поляков на восточных территориях Второй Польской Республики, которые организовали ОУН-УПА. У поклонников Бандеры бомбануло. Кто-то еще и заметил, что под восточными территориями вообще-то подразумеваются земли современной Украины. В общем, в окружении врагов, как говорится, и все становится хуже, несмотря на то, что с выборами они, конечно, мутят по-взрослому. Не так, как мы думали, что бывает в Евросоюзе, тем не менее, все как-то оно против Зеленского. Опять-таки я говорю, что Ермак пытается изо всех сил выглядеть более адекватным, и, может быть, Запад даже рассматривает эту кандидатуру в качестве сменки, понимая, что он может быть на самом деле более адекватен. Но и у Ермака не получается пробить эту стену. Поэтому мне в 10 раз интереснее, поверьте, друзья, даже чем вам, почему они готовят встречу в таком формате. Вы же понимаете, что такое вообще, что такое современный офис президента? Это группа дегенератов, которые дают идиоту дурацкие советы. Поэтому я не удивился бы, если бы они дали совет Зеленский, что он там должен выхватить иглу, уколоть Путина. Или что-то. Вы понимаете, что это даже вот на таком уровне, это абсолютно реально. Подбеги, ударь его, или там плюнь в него отравленной, жвачкой. Ну вот я верю в это, вот абсолютно. Поэтому еще более странно, если российская сторона всерьез обсуждает этот формат с Киевом. Это крайне интересно. Но мы продолжаем наблюдать, дорогие друзья. Очень интересно, очень. Пока.